Thank you for coming, for giving your time. God has something that He wants to teach us. Спасибо за то, что вы пришли, потому что вы посвятили свое время, чтобы прийти. Действительно, Господь имеет что-то нам сказать сегодня. I have more materials here for those of you who got the last. У меня есть еще дополнительные материалы для тех, кто еще не был. No, this is new material. So, это новая тема там. So, if you were here 2 weeks ago and took some material, take material this week. То есть, если вы ходите постоянно и брали на прошлых неделях, то в этот раз тоже вам полагается. And by the end of this course, you'll have material about this size. И к концу курса у вас приблизительно такая стопочка соберется. Well, there's a lot of material. Потому что достаточно много. Дай на секундочку. Такая этот. Он разделил уже. Есть одна. Should be enough for everyone to have one. Должно быть достаточно для всех по одной копии. Мы уже забрали. А что вы заказывали? Лиль. Я думал, чашечка уже использовала. Ну, слушай, у вас есть сколько было? А что написано? Там Саша ручку просто. Okay. This evening we're going to talk about friendship. Сегодня мы с вами будем разбирать тему дружба. Because hopefully, before marriage, there's friendship. Потому что желательно, да, чтобы перед отношениями, ведущими к браку, была дружба. We don't live in Africa or not Africa, and we don't live in India or an Asian country where parents decide who you will marry, and you don't meet them until the day before or the day of. К счастью, мы не живем с вами в Индии или в какой-то еще азиатской стране, где родители все решают, и жених и невеста встречаются друг с другом только в день свадьбы. Maybe some of you wish that your parents decided who your marriage partner would be. Может, кто-то бы из вас хотел, чтобы ваши родители за вас решили, за кого вам замуж? I'm thinking probably not. Я думаю, что, наверное, вряд ли тут найдется такой. Before marriage, there's friendship. Потому что обычно перед браком есть дружба. But we need to understand friendship as a whole. Нам важно понимать понятие дружбы. Because a wise man once said, Один мудрый человек однажды сказал, in order to know about a certain person, all he needs to do is meet 3 of that person's friends. Этот человек сказал, для того, чтобы узнать какого-либо человека очень хорошо, достаточно встретиться с его 3 друзьями. Friends have a major influence on our lives. Потому что друзья, они очень большое влияние имеют в нашей жизни. And we need to understand the different levels of friendship before we get to marriage. Нам важно понимать разные уровни дружбы до того, как мы перейдем непосредственно к браку. Friendship can bring us either closer to God or take us from God. Потому что дружба, как и всякие отношения, она может либо приблизить нас к Богу, либо отдалить от Него. And honestly, some friends we shouldn't have, and some friends we should be even closer to. Потому что в нашей жизни есть такие друзья, с которыми нам стоит поддерживать более близкие отношения, так же, как и есть друзья, с которыми лучше не поддерживать отношения вообще. So as we look at these different levels of friendship, we need to first of all understand that
any friendship where I am at the center and I'm looking to receive something is not a right friendship. Рассматривая разные уровни дружбы, мы должны понимать, что такая дружба, в которой мы являемся центром, и мы только ищем, чтобы нам получить, это неправильный взгляд на дружбу вообще. But many times that's how we enter into a friendship. Но очень часто именно с таким намерением мы вступаем в дружеские отношения. Even though we may not realize it, we are looking for something to satisfy our need, our desire, our want of fellowship or whatever. Мы можем даже не отдавать себе в этом отчета, но часто, ища дружбы с кем-то, мы ищем удовлетворение своих собственных нужд или желаний. This doesn't mean that we can't receive something from a friendship. Это не означает, что мы не можем что-то получать от дружбы. But that shouldn't be our focus going into the friendship. Но это не должно быть нашей главной целью, когда мы такие отношения завязываем. So we're going to look at 4 levels of friendship. Сейчас мы рассмотрим с вами 4 уровня дружеских отношений. Page 7. Страница 7. Новая, которая раздали. Да, да. First of all, let's talk about acquaintances. Номером 1 у нас идет знакомство. Now we may have many acquaintances. Мы можем иметь очень большое количество знакомых. People we pass at work or in school. Люди, с которыми мы пересекаемся на учебе или на работе. Here we have our levels of friendship. Here we have the freedoms and characteristics of those different friendships. Во второй колонке идут характеристики или особенности этих видов, этих уровней дружбы. And on the third we have responsibilities or tasks that we need to look at this friendship and understand that we hold. The responsibilities. Да. И в третьей колонке говорится о тех, то есть той ответственности, которая на нас лежит в этих отношениях. So the first one is acquaintances. Итак, первый пункт у нас знакомство. These are people that you have occasional contact with. Это Again, люди, с school, которыми work, у вас есть in your нерегулярные neighborhood. встречи. Возможно, просто так обстоятельства складываются, вы рядом где-то живете. And in talking to them, you simply talk general. You gather general information, you ask general questions. И в разговорах с такими людьми вы просто обсуждаете какие-то общие вопросы. These, what do you think? These friendship or these acquaintances, this level of friendship, they can be both believer and unbeliever. Вот такими нашими знакомыми могут быть как верующие люди, так и неверующие. Because as we look at this level, acquaintances, we need to understand that God, there's divine encounters. God brings people into our life. Мы должны, анализируя наши отношения, мы должны понимать, что Бог приводит людей в нашу жизнь. God brings people in our life that after this one encounter, or after only a few encounters, we may never see again. И мы должны осознавать, что, возможно, Бог нам дал всего одну встречу с определенным человеком, или всего лишь несколько встреч. However, sometimes when we encounter someone, when we make an acquaintance, because of our desire, because of what we want to get out of what we first see, we take that acquaintance, that divine encounter, and we try to push it further. We try to go deeper into that relationship. Иногда, когда у нас случается какое-то общение, да, с каким-то человеком, мы пытаемся углубиться в эти отношения, развить их дальше. That's why
it's why it's so dangerous to believe in love at first sight. И довольно опасным есть вера в любовь с первого взгляда. Now, does it happen? Does God bring two people together and when they first see each other, they know they're for each other? Possibly. Случается ли такое, что Бог приводит, устраивает встречу двух людей, они видят друг друга, они понимают, что они созданы друг для друга? Может ли такое быть? Возможно. But I've talked to young people who say, I know the first time I meet, I know that when I meet someone, I will know that they're for me the first time I meet them. Но я часто общаюсь с молодежью, и вот я слышал, некоторые люди говорят, что как только я встречу человека, который предназначен мне Богом, только я его увижу, я сразу это пойму, и, в общем, все будет ясно с первого взгляда. Now, God may have only brought that person into your life for a period of time, for a special reason. Возможно, Бог послал этого человека в вашу жизнь только на какое-то короткое время. У него была какая-то цель для того, чтобы у вас был какой-то период короткий дружеских отношений. Do you remember when Philip was taken and met the eunuch on the road in the New Testament? Помните в Новом Завете Филипп, когда он встретил такого евнуха? Да. That was a divine encounter. God brought those two people together for that period of time. Это была встреча, предопределенная Богом. Бог определил этим двум людям встретиться на короткое время. Now, Philip, he could have tried to push that relationship. He could have tried to go deeper into that relationship, but he understood that this was only for a period of time. He had a mission for that person, and he saw and he knew when that mission was complete. Теоретически Филипп мог бы пытаться развить отношения с этим человеком, попытаться с ним поближе познакомиться, завязать с ним какую-то дружбу. Но он понимал, что Бог послал его, дал ему определенное задание, он его исполнил, и на этом его миссия была окончена. Now, even Jesus had divine encounters, meaning short acquaintances, short relationships with certain people in the Gospels. Читая Евангелие, мы тоже можем видеть, что у Иисуса были такого рода встречи, короткие встречи, предопределенные Богом, где он должен был выполнить какое-то задание. But generally, an acquaintance is simply a surface level, we would say friendship, but just a surface level acquaintance. Но чаще всего знакомство это просто как бы можно говорить дружба, но она очень поверхностная. Number two, we have casual friendship. Номер два это у нас приятельские отношения. This level of friendship, we may have some interests, we may have some activities that we both enjoy doing together. На таком уровне у двух людей обычно бывают общие интересы, возможно, какие-то занятия, которые им обоим нравятся. And in talking to them, we can become more specific about their goals, about their interests, their hobbies. И в общении с таким человеком уже более глубокий идет уровень тем. Мы можем говорить, о каких-то наших предпочтениях, о наших целях в жизни, наших занятиях. And in that relationship, our responsibility is to identify characteristics, character qualities in that person that are positive, that we can encourage. Какая наша ответственность на таком уровне отношений? Определить положительные качества характера этого человека, которые мы видим, которые можем определить с пользой, чтобы и этого человека ободрить дальше в них возрастать. We can ask more specific questions. Мы можем задавать более конкретные вопросы. However, sometimes in not understanding these levels, we meet someone and right away we
we want to go deeper. We want to know more about them. We're interested. We think they look good or they're a cool person, and we try to go deep too fast. Иногда, не понимая закономерности этих уровней, мы можем, встретив человека, сразу же начинать углубляться, в нашем общении, задавать сразу же какие-то очень глубокие личные вопросы, не поняв, не разобравшись, что это за человек, и какие его... And as we go a little further in this material, we're going to see how that affects our emotions, how it affects our response to that person. И когда мы будем дальше разбирать, мы увидим, как вот такие ошибки, они могут влиять на наши эмоции, на наши непредвзятые отношения. Because, as we see here, we have, on these different levels, we have a spirit, we have a soul, we have spirit. These different levels of friendship meet a need in different parts of our body. Потому что вот эти разные уровни дружбы, они удовлетворяют потребности разных частей нашего «я». Вот тут у вас говорится, что тут есть душа, тут задействованы уже наши душевные интересы. Да. I don't know if it's popular here, but in the States, it's popular to say that your either your wife or husband or your girlfriend or someone is your soulmate. Так иногда в Америке говорят, но у нас говорят на какого-то близкого вам человека говорить, это моя, родственная душа, да? Как это? Правильно? Родственная душа, да? У нас тоже так говорят. However, it's dangerous to say, they want you to understand that it's a close relationship, and yet if that relationship is only fulfilling the soul, then it's not going as deep as God designed. Но если отношения, они только на уровне души, это еще недостаточная глубина, чтобы говорить о более глубоком уровне дружбы. Number 3, our third level of friendship is a close friendship, a close fellowship friendship. Третий уровень – это близкая дружба. You know, God created man to be in fellowship with someone. Бог создал человека для общения. He created us to be in fellowship with Him, but He also created us to be in fellowship with others around us. Он создал нас, чтобы мы имели общение с Ним, но также и между собой. Yet, in not understanding the levels of friendship and not understanding the level of friendship that we should have with those around us, many times we take that friendship deeper than God intended it to be. Не понимая уровни дружбы и их предназначения, мы можем иногда какие-то дружеские отношения углубить не настолько, насколько, углубить слишком сильно, не так, как Бог этого задумал для этих отношений. We can even see this in the life of Christ. Мы можем даже видеть пример в жизни Иисуса Христа. Christ had encounters with many thousands of people. У Иисуса были знакомства, какое-то общение с тысячами людей. As Jesus walked 3 years throughout the land of Galilee, He healed many, He talked with many, He taught many. 3 года, больше 3 лет, Иисус, Он ходил по земле Галилеи, и Он пребывал в тесном общении с людьми. Он исцелял их, Он учил их, так или иначе пересекался. Christ also had casual friendships. У него также были и приятельские отношения. Christ had friendships. Remember, there were, at one time in the Gospels it says that there were 70 disciples. It talks about a group of 70. Помните, говорится в некоторых стихах Евангелия, что в какой-то момент у Иисуса было 70 учеников. Also, there were those that Jesus had a casual fellowship with, casual relationship with, such as Zacchaeus. То есть были отношения приятельские и с другими людьми. Вот, например, как Закхей. It was more than simply an acquaintance. Это было больше, чем просто He took it deeper, but Zacchaeus didn't walk with Jesus. Это нельзя назвать просто знакомством,
Но вместе с тем Закхей, он не был постоянно с Христом, он не ходил с ним везде. Remember, Nicodemus came to visit Jesus. Помните, Никодим пришел к Иисусу? Again, it was a casual friendship, and yet it was still deeper than an acquaintance. Да, то есть это, там о таких темах они говорили, что это не было просто знакомство, но вместе с тем это не было глубже, чем просто приятельские отношения. But then Jesus also had our third level. He had close friendship, close fellowship with 12 men. У Иисуса Христа была близкая дружба, да, с 12 учениками. He chose 12 men to be with him wherever he went, Он to have выбрал fellowship with him. 12 человек, которые бы сопровождали его везде, куда он ходил, и с которыми он имел очень близкое общение. We see that that Christ involved them in outreach, involved them in the work he was doing. Мы видим, что Христос задействовал их активно в той работе, которую он совершал. Remember, he sent out those 12 men at one point during his ministry to go and heal and to cast out demons. Помните, однажды он послал их по двое, чтобы они ходили по селениям и исцеляли и изгоняли демонов. No. In this friendship, our responsibility is to visualize achievements for our friends. What can we help them accomplish? Our responsibility, what can we help this level of friendship, these friends accomplish? Что на этом уровне дружбы, да, мы можем, какая наша ответственность, что мы можем сделать? We are now looking to help them meet the goals that God has given them. Мы можем помогать им достигать тех целей, которые имеет для них Бог. And number 4, И номер 4. we have intimate fellowship. У нас есть сердечная дружба. God did not create us. God created us to have fellowship, Бог создал нас, чтобы мы имели общение с людьми, but God did not create us to have intimate fellowship with everyone. но Он не создал нас для того, чтобы мы имели сердечную дружбу со всеми подряд. Even Jesus, out of the 12, Jesus had 3 men who were Даже closest to him. Иисус, Он из 12, да, Он избрал 3, которые были самыми близкими Ему людьми. And then out of those 3, it even talks about the one, John, who was always closest to Jesus. И даже из этих 3 говорится об одном Иоанне, да, который был всегда любимым учеником. In that level of friendship, we have the freedom to help that person develop character in their life. На таком уровне дружбы мы можем помогать этому человеку как бы расти в его характере. We can go to that person because our friendship is so close. We can go to that person and tell them about mistakes in their life. Tell them about things that maybe they don't even realize they're doing, Наша but that they need to дружба correct. на этом уровне настолько близка, что мы можем прийти к этому человеку и рассказать ему о тех ошибках, о тех каких-то неправильных решениях, которые есть в его жизни, которые мы видим, которые, может быть, он даже сам не видит. You know, sometimes we feel we have the freedom to do this with those that aren't on this level of friendship with us. Sometimes we want to do that. Да, we want to correct. Иногда мы хотим делать, вот так себя вести, да, по отношению к людям, которые не являются нашими близкими друзьями. Да. I remember talking to a young lady. Я однажды говорил с одной девушкой, And she was telling me about a guy who had interest in her. и она мне рассказала о молодом человеке, который ей интересует. She didn't really know this guy well at all. He was there in church, he was in the group with them. Она не знала его хорошо, он просто был в одной церкви и был среди молодежи. But one day, this guy came up to her and had a whole list of things that he had noticed in her life that she needed to correct. Но однажды он пришел к ней с целым списком таких каких-то нехороших проявлений ее характера, которые он заметил и которые он ей рекомендовал, чтобы она исправила. Now, here was someone
probably in this first level, jumping all the way down to this fourth level in one conversation. Тут этот человек, который был там, наверное, под номером 1, да, по уровнях дружбы, он решил вот эти все уровни перескочить и сразу же пытаться развивать ее характер, да? You know, it's a matter of pride when we think that God has put us here to correct others, especially those that we don't know very well. На самом деле это проявление нашей гордости, когда мы считаем, что Бог нас поместил в какой-то коллектив именно для того, чтобы мы исправляли ошибки других, особенно тех, кого мы плохо знаем. Now, it was later understood that this guy really liked this girl, and he thought that he had the freedom, and yet he was taking too many steps before coming to that level of friendship. Потом, да, оказалось, что этот молодой человек просто она ему нравилась, и он считал, что он как бы может себе такое позволять, но на самом деле мы видим, что он допустил ошибку, да, он не прошел все уровни дружбы, а пытался уже на таком уровне общаться с ней. And our responsibility, or the responsibility in this closest of friendships, is honest discretion. Наша ответственность с такими вот друзьями – это быть честными. Even in this level of friendship doesn't mean that we have the right to say everything that we think. Но также и тактичность от нас требуется. Это не означает, что если мы на таком уровне отношений с кем-то, что мы можем говорить все, что нам на ум взбредет. God wants us to be wise. Бог хочет, чтобы мы были мудрыми. He wants us to discern the right time to say something. Он хочет, чтобы мы выбирали правильное время, когда нам стоит что-то такое And сказать. what help we should give. Да, и что именно, какую помощь мы должны такому человеку предложить. You know, God, or it may be that person is not in the right place in their life to receive maybe what we see. Возможно, человек сейчас не в такой, да, не в правильной позиции для того, чтобы принять то, что мы хотим ему сказать. We see here a young lady and a young man. Здесь у нас на картинке изображены молодой человек и девушка. Следующая страница. С другой стороны. You have to. Oh, good. You have to draw it yourself. You can all be artists. Вам придется рисовать. Sorry. A young lady and a young man have met each other. Вот смотрите, вот этот молодой человек и девушка, они встретились. The young man really likes her. Она ему нравится. She is a believer. Maybe he calls himself a believer, maybe not. Она христианка, а он, ну, возможно, верующий, возможно, нет. And what we see, this is what the young man brings into the relationship. И вот вокруг мы видим, что этот молодой человек приносит в отношения. He doesn't have time for church, for God, for ministry. Возможно, у него нет отсутствие времени для церкви, для Бога, для служения. He's involved in wrong things, wrong activities. Возможно, он вовлечен в какие-то дурные дела, в какие-то занятия плохие. He even has a bit of a bad reputation. Возможно, у него есть какие-то проявления, у него есть какая-то не очень хорошая репутация. Maybe he's involved with the young people's group, but he's kind of known as a rebellious kind of guy, does what he wants to do. Возможно, он ходит везде с молодежью, но о нем знают, о нем говорят, как о таком каком-то бунтаре, который себе делает все, что он хочет. Now, if the girl doesn't understand these levels of friendship, her desire and her thinking is, oh, if I get close to this guy, then I can bring him to Christ. И если девушка не понимает уровней дружбы, то она может подумать, я с ним начну ближе общаться, и я на него буду хорошо влиять. Я его
приведу куда надо. You don't know how many times I've heard that. Я очень много раз в своей жизни это слышал. Through my dating this guy or this girl, I can bring them to Christ. Я буду встречаться с этой девушкой или с этим парнем, и я его приведу к Богу. But what happens is in that dating process, their hearts get meshed together, they get closer and closer together, but that guy's heart doesn't come to Christ at all. Что происходит обычно в такой ситуации? Они очень сильно привязываются друг к другу, но обычно вот сердце этого парня, да, или кого там, так и остается далеко от Бога, как и было. And in fact, little by little, he pulls her further and further from Christ. И на самом-то деле он на нее оказывает такое влияние, что по чуть-чуть сам она отдаляется от Бога. By little compromises, she is pulled further from Christ and not pulling him to Christ. Где-то приходится делать какие-то уступки, какие-то компромиссы, и уже не она его куда-то приводит, а он ее уводит. It's a wrong kind of friendship. The close friendship started way too early. Это в такой ситуации просто было неправильно истолковано понятие дружбы, потому что близкая дружба началась слишком рано. We need to understand right when we begin a friendship Мы должны понимать, что когда мы начинаем дружеские отношения, number one, purpose that those who reject мы должны Christ, это принимать во внимание, когда только завязаны отношения. those who reject Christ must reject me. Помните, что отвергающие Христа отвергнут и нас. Those who love Christ will love me. А те, кто любит Христа, будут любить и нас. You see, all this girl has to say to this guy То, что должна эта девушка сказать этому парню, is, I am a Christian. I've committed my life to Christ. я христианка, я посвятила свою жизнь Богу. And I can't do the things that you're asking me to do. Я не могу делать те вещи, которые ты мне предлагаешь. I can't go out late at night and walk with you. Я не могу с тобой по ночам гулять. I can't go to these parties or these gatherings that you have invited me to. Да, я не могу ходить на такие вечеринки, куда ты меня позовешь. And you know, she leaves it up to him to decide, is he going to reject the world or is he going to reject her? И она оставляет ему выбор, что он оставит, или этот мир, или ее. When people build their friendships on what they can get from you, it's a wrong kind of friendship. Потому что когда люди строят дружеские отношения по принципу, что они могут от вас получить, это неправильная дружба. We need to make sure that if an acquaintance goes deeper, Мы должны понимать, что если знакомство переходит на более глубокий уровень, then those people know where we stand in Christ. то люди, с которыми мы переходим на второй уровень, они должны знать They need о to know, наших отношениях с Богом. they need to know right away, I am Christ. Они должны знать, если это не знакомые, а уже кто-то глубже, они должны знать, что мы Христовы. And in that, there are things that I cannot do. И поскольку я Христов, то есть определенные вещи, которые я делать не могу. You know, this doesn't mean that we sit there and we judge them and we tell them this is why, or this is why you're a sinner, this is why you're going to hell, this is why. Это не означает, что мы сидим и судим просто всех и говорим, вот ты грешник, ты идешь в ад и так далее. We simply tell them our position. Мы просто говорим нашу позицию. And number 3, we need to purpose to allow God to choose our friends. И третье, мы должны позволить Богу выбирать нам друзей. You know, many times we want to determine who our friends are based on, again, what they can give to us. Иногда мы хотим сами определять, кто будет нашим другом. Снова-таки в зависимости от того, что мы можем получить из этой дружбы. We have Christian friends
У нас есть друзья среди верующих, but there's something in our heart that is, there's something in our heart or our flesh that is pulling us to the world, and so I'll have one worldly friend. That way I can just get a taste of what the world's like. но иногда у нас есть желание, возможно, в нашей плоти, да, какого-то контакта с миром, и мы хотим завести себе близкого друга из неверующих также. We think that, well, I'm not actually going to be in the world fully, but I'll just have a taste. Возможно, вы думаете, я не буду погружаться, да, в эту мирскую жизнь, но я просто буду знать, буду в курсе, что там делается. The only problem is you drop just a few grains of sand into pure water, and all the water is dirty. Но дело в том, что если вы чуть-чуть грязи упустите в чистую воду, то вся вода станет мутной. You will never clean dirt by putting it in pure water. Никогда вы не очистите грязь, поместив ее в чистую воду. We have to let God clean and then bring them into our lives. Нужно, чтобы мы должны доверить Богу, чтобы Он очистил человека, и тогда мы можем с ним иметь близкие отношения. Let me just make this clear. It doesn't mean that we can't have, that we should shun all unbelievers. Это не означает, что мы должны быть закрытыми от всех неверующих. We just have to understand that unbelievers need to be at this level of friendship. Мы должны просто понимать, что неверующие люди, они у нас должны быть на первом уровне нашего That знакомства. God has brought them into our life for a specific purpose, Бог привел их в нашу for a жизнь specific time, для определенной цели, на определенное время. and we can be involved in their life as long as it's for God's purpose. И мы можем быть задействованы в их жизни для исполнения Божьей воли. Now, throughout all four of those levels, especially the first level, our main responsibility is to pray for that person. И That's how we change. на протяжении вот всех этих 4 уровней, особенно что касается первого уровня, наша ответственность есть молиться за этого человека. These next number of pages down just expand those 4 levels of friendship further. На следующей странице там просто немножко более детально расписывается то, что мы с вами уже разобрали, про уровни дружбы. There's questions that it gives us that we can use to help determine what level of friendship or to help us in that level of friendship. Там предлагаются вопросы, с помощью которых можно определить уровень дружбы, который у нас есть с тем или иным человеком, и рекомендации для каждого уровня. On page 10, it has some general questions we can ask in an acquaintance situation. Да, тут есть вопросы, которые обычно задаются на уровне знакомства. There's questions in a casual relationship. Потом на втором уровне, на уровне приятельских отношений. In a casual relationship, again, we have an interest in their character. What are their positives and what are their negatives? На уровне приятельских отношений мы заинтересованы в характере человека. And our desire should be to help them improve their good character. И наше желание должно быть помочь человеку дальше развиваться в своих позитивных сторонах. On page 12, we have 49 different character qualities. А на следующей странице у нас есть список из 49 черт характера, или черт характера. And alongside each of these positive character qualities is a negative character quality, the opposite. И рядом с каждой из этих позитивных, да, черт характера есть противоположная, которая как бы негативная соответствует позитивной. Now, it's important to understand that a negative trait in a person can be turned into a positive. Важно понимать, что негативная черта характера может быть обращена в позитивную. Just because we see something negative in a person doesn't mean that we cross them off, walk away, and never have contact with them again. Если мы видим что-то негативное в характере человека, это не означает, что мы вычеркиваем его из своей жизни и больше никогда с ним не встречаемся. But when we understand that a negative can be turned into a positive, we can know
we can learn how to help that person change. Но если мы понимаем и помним, что негативное всегда может быть обращено в позитивное, соответственное, то мы можем просто помогать этому человеку меняться. On page 13, На странице 13 we have some negative traits, там есть misuses of character qualities. там список неправильное употребление черт характера. On the left-hand side is the misuses. On the right-hand side is the different character qualities. And it's just a little thing to match up what you think. How the negative can be turned into the positive. Это задание. Вот тут с левой стороны перечисляются плохие, да, какие-то проявления характера. С правой стороны, наоборот, позитивные. И нужно найти соответствие. Что кому соответствует? А как вы считаете, какое из негативных, какое позитивное может быть превращено? The third level of friendship, close friendship, again, just information to help us understand how we can work with someone in this level of friendship. Дальше, там идет близкая дружба, да? Какие-то рекомендации, чтобы, для того, чтобы мы могли лучше понять, как на этом уровне строить отношения. Because again, our desire in a friendship should be to give to that person. Наше желание в дружеских отношениях должно быть отдать что-то человеку. But to give as God wants us to give. Но отдать, внимание, то, что Бог хочет от нас, чтобы мы отдали, не все подряд. It's important because sometimes in a friendship, someone can say, give, and the other can say, well, I'm supposed to give, so I should give, I must give. Потому что иногда так случается, что в отношениях один человек только требует и потребляет, а другой человек, он считает, что он обязан, да, поскольку он христианин, и только отдает, и не получает. No, again, we should have wisdom in how, will this be giving to the need of a person, or will this be giving to his want? Снова-таки, мы должны иметь мудрость. Если мы отдаем что-то человеку, да, с которым мы в дружеских отношениях, мы должны понимать, мы отдаем, мы отвечаем на нужду человека или просто на его прихоть. We talked about this in the basic seminar last year. We talked about blind spots. Мы вот об этом говорили в прошлом году на основном семинаре. Each one of us has blind spots, things in our life that we don't even realize, negatives maybe in our life that we don't realize we have. Мы говорили о слепых зонах. Что такое слепые зоны? Это какие-то негативные проявления нашего характера, которые мы не видим, которые нам сложно осознать. We do it, we don't realize it, but others see it and kind of makes them draw back, or makes them it makes them pull away. То есть мы что-то делаем, даже не замечаем, какой это эффект имеет на окружающих, окружающие видят, и им неприятно, они могут даже от нас отвернуться. One of my brothers, my oldest brother, Мой старший брат, God has given him much wisdom, Бог дал ему мудрость, except when it comes to telling others what they've done wrong. Да, и только в одном моменте его мудрости не достает, это когда он другим людям говорят, что они неправильно делают. Now, my brother sees right and wrong very clearly. Он очень хорошо различает, что хорошо, что плохо. But he's always quick to tell you when you're wrong. Но когда вы в чем-то не правы, то он очень быстро вам на это укажет. Even when you've done something good, he'll still find something to say to make you feel like, oh, maybe it wasn't so good. Даже если ты что-то хорошее сделал, он все равно найдет, как бы, к чему, да, придраться, и тебе покажет, все так распишет, что ты подумаешь, может, действительно я что-то не очень хорошее сделал. I love my brother very much. He's my hero. He's one of my heroes. Я очень люблю своего брата, он вообще для меня герой. But Но many times when he and I talk, he says something that just makes me go, oh, why did you have to say that?
Но иногда, когда мы с ним разговариваем, и он что-то как скажет, и я думаю, нет, зачем ты это сказал? Or in a family situation. Или вот в семейном общении. If I would have said something in that situation, I would have said it a lot softer. But my brother is very direct. То есть, если бы я должен был сказать что-то подобное, я бы сказала в более мягкой форме. Но мой брат, он очень прямо всегда говорит. And you know what? God has given him a wife who isn't afraid to tell him, Jacob, you don't need to say that right now. И, вы знаете, Бог послал ему такую жену, которая не боится ему сказать. She doesn't try to control him, but if he says something that none of us would have said, she'll say, Jacob, just quiet down. То есть это не то, чтобы она там его контролирует, но если он что-то такое сказанет, что никто без нас не сказал, то она никогда не колеблется ему сказать, Джейкоб, что-то ты такое говоришь. God has given us, or in that intimate, in that closest of a relationship, we should have the freedom to tell others or tell that person about problems that they can't even see. На уровне близких отношений, да, на 4-м уровне, Бог дает нам свободу в том, чтобы говорить нашему And it's Богу so important. о тех вещах, которые Он сам в себе не видит. It's so important that we do this without judging. И очень важный момент, что мы должны это делать, не осуждая. Here we have two columns. Дальше у нас две колонки. Next page. На следующей странице. How we can speak with discernment and not with judgment. Как мы можем говорить с человеком рассудительно, но не осуждая, без осуждения? Let's, if you have a Bible, let's look at 1 Corinthians 12:10 and Romans 2:1-3. Если у вас есть Библия, давайте прочтем 1 Коринфянам 12:10 и Римлянам 2:1-3. 1 Коринфянам 12:10. Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Хорошо. И Римлян. Итак, не извинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого делаешь тоже. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делай тоже? Discernment, first of all, asks questions until all the information is gathered. Рассудительный человек. Прежде всего он должен задать столько вопросов, сколько необходимо, чтобы собрать всю информацию. But judgment accepts hearsay, accepts second, third party information and takes it as fact. А осуждение со своей стороны принимает информацию через каких-то вторых, третьих лиц и рассматривает ее как факт. Discernment studies all important factors to discover the root cause of the problem. Рассудительность изучает все важные факторы, чтобы определить коренные причины проблемы. Oh, judgment. This one is very important. Judgment openly shares conclusions with those that aren't related to the solution И of тут the problem. очень важный момент, что человек осуждающий, да, он открыто делится своими выводами с теми, кто не имеет отношения к проблеме. You don't know how many marriages have broken, have fallen apart because either the husband or wife shares problems that their spouse has with someone other than their spouse. Вы не представляете себе, сколько браков распалось в результате того, что или муж, или жена открыто делятся с другими людьми проблемами, которые имеет их супруг. Even taking problems that their spouse has to those in the church. Даже принося информацию об этих проблемах в церковь. Now, it's not wrong to talk to your pastor or your spiritual leader
and gain counsel from him. Конечно, ничего нет плохого в том, чтобы прийти за советом к пастору или к духовному наставнику. But it's wrong to go and tell them all the problems that your husband or wife has, and without first talking to the spouse. Но неправильно это прийти и рассказать про все недостатки и проблемы, которые имеет ваш супруг, да, перед этим не поговорив с ним. No. The fourth one down. Discernment looks in his own life first to see if he has a similar. Дальше. Рассудительность ищет схожую проблему в собственном опыте. But judgment those that judge many times have the same problem in their own life and they've never dealt with it. Но осуждение, не обращается к своему опыту, даже если какая-то похожая проблема у них и была. And lastly, discernment assumes the responsibility for the restoration. That means he's going to do whatever it takes to restore the relationship. И последняя цель рассудительности в том, чтобы помочь человеку исправиться. However, judgment reminds God that he needs to judge this person. Осуждение со своей стороны постоянно напоминает Богу, да, как обидчика нужно наказать и какой он плохой. We have just a brief, you have an overview, outline of these 4 levels of friendship. Дальше там есть план, который касается перехода по этим уровням дружбы. Okay. Now, how can we evaluate friendships that we're in right now? И в конце концов, как мы можем оценить те дружеские отношения, которые есть в нашей жизни на данный момент? We have a few questions here. We have, and then basic commitments to fellowship, to friendship. Тут у нас есть некоторые вопросы, а также основные обязательства, касающиеся дружбы. Those who reject Christ, they need to understand that me and Christ are inseparable. Therefore, if they are not in fellowship with Christ, then they can't be in fellowship with me. Основные обязательства, касающиеся дружбы. Номер 1, это мы должны понимать, и наши друзья должны понимать, что если они отвергают Иисуса Христа, они не могут быть с нами в близких дружеских отношениях, поскольку мы с Христом есть одно. And therefore, it's our responsibility to let them know about our relationship with Поэтому на нас Christ. лежит ответственность сообщить этим людям о наших отношениях с Богом. Discerning wisdom in friendships and its application in marriage. Here we have natural inclination and principles of wisdom. И дальше, как мудро подойти к дружбе и применить это в браке. Тут у нас есть 2 колонки: природные склонности и принципы мудрости. The first one, our natural inclination is, well, I shouldn't judge my friends on what they do. То есть, как бы наше плотской разум, да, что он нам говорит, природная склонность, что мы не имеем, не вправе судить человека, его характер, человек, который хочет быть моим другом. Therefore, if they're in questionable or even sinful activities, well, I'll just keep quiet. Поэтому, если я вижу что-то, человек, в жизни что-то такое непозволительное или не очень хорошее, я просто не буду обращать внимания. I'll just keep quiet. That way they don't reject me. Чтобы, не ссориться. But wisdom discerns whether they desire the help that I can give. Мудрость, она хочет понять, желает ли человек принять от меня помощь в каких-то недостатках своего характера или не хочет. Look at the third one. Assuming the loneliness that is not the result, or my natural inclination is to assume the loneliness is the result of not having the company of friends to enjoy. Обратите внимание на 3-й пункт. Наша природная склонность — это полагать,
что чувство одиночества возникает тогда, когда рядом нет веселой компании. Many people, or there are those that say, I'm lonely, I don't have friends, and so they break down every barrier and they do whatever they can to attract friends. Потому что есть люди, которые говорят, я так одинок, у меня нет друзей, и они пытаются изо всех сил, идут на все, чтобы привлечь к себе друзей. Or they give up on convictions that they have. They lower their standards in order to fit in with friends that they desire. Или, возможно, они отказываются от каких-то своих принципов, пытаются понижать свои стандарты для того, чтобы подходить, да, в какую-то компанию для общения с какими-то людьми. But wisdom understands that loneliness is simply not understanding how to enjoy my own company and God's. Но мудрость, она понимает то, что одиночество, чувство одиночества, оно является результатом неумения оставаться наедине с собой, с Богом. We talked about four last week. That our natural inclination is I'm not complete until I'm married. Номер 4 мы говорили об этом в прошлый раз, что наша природная склонность многих людей это полагать, что без брака, не вступая в брак, он будет неполноценен. Many unmarried young people say, I'm only half a person because I'm not married. Многие из молодых людей говорят, я неполноценный, я половина кого-то. And unfortunately, sometimes us married couples give them that impression by saying, "Oh, you haven't arrived. You aren't complete without." И иногда женатые люди, да, какие-то молодые пары, они подливают масло в огонь и говорят, о, как тебе плохо, ты такой бедный, один. We'll pray for you that you will find your other half. Мы будем молиться, чтобы ты нашел свою половину. But wait, we are complete in Christ. Вы знаете, во Христе мы есть полноценные. It doesn't mean that God doesn't want to give you more, but we already are complete in Christ. Это не означает, что Бог не хочет дать вам больше, но мы должны помнить, что во Христе мы есть полноценные. So, number 5. Our natural inclination is it's my responsibility to search out for my partner. Также наша природная склонность считать своей обязанностью найти и своей ответственностью найти себе спутника жизни. Oh, that means I have to come to youth group and look at all the choices out there. Это означает, что я должен ходить на молодежки и там всех внимательно рассматривать как варианты, как возможные варианты. And throughout the time, I'm looking from one to the next to the next. Is that one good? Is this one good? Can I live with this one? No, that's not our responsibility. И получается, что некоторые люди как на выставке сидят и оценивают кандидата, да, ставят плюсики или минусики. Это неправильный подход. Now, I'm not saying that you do that. Я не говорю, что вы все так делаете. Although you all know whether you do or not. Ну, вы все знаете, вы таким занимаетесь или нет на молодежи. I remember talking to a young man. He was married. He had been married for 5 or so years, and he was telling me how he met his wife. Я однажды разговаривала с одним молодым человеком, он уже был женат около 5 лет, и он мне рассказывал, как он встретил свою жену. He said, when I was 20 years old, I decided to join a traveling choir. Он говорит, когда мне было 20 лет, я присоединился к хору, который ездил, выступал в разных местах. He said, I wasn't very musical. I could sing, but I wasn't very musical, but I decided to join this choir. Я не был супер музыкальным, но я все равно решил туда пойти. He said, my one reason for joining the choir Единственная причина, зачем я туда пошел, is because as we traveled to these different churches, we would sit in the choir and we would look at the congregation and we would look for the single girls. это потому что мы ездили в эти разные церкви, садились на места хора, и во время служения мы могли рассматривать всех присутствующих в зале, кто там незамужний. And he said, do you know, every single guy in that choir was in that choir for that one purpose.
И я хочу сказать, что каждый брат в этом хоре, он туда пошел по этой причине. Interesting to know that the girl that this guy actually married was back in his home church. Самое интересное, что девушка, на которой он в конце концов женился, она была из его церкви, поместной. But this guy's idea was, I have to find the right person for me. Но почему-то у него была эта идея, что он должен везде ездить и искать себе жену. I don't know if it's as popular here, but in America, super popular to sign up for some Christian singles website or group. Не знаю, насколько популярно в Украине, но в Америке это супер популярно подписываться на такие группы одиноких холостых христиан в интернете. No, and you put all your characteristics, and you put the characteristics of the one that you want to marry. Вы там заполняете анкету, описываете все о себе и заполняете анкету предпочтений, которые вы ищете в человеке. And then you can get on, and you can read about other people and their interests, and you can say, yes, I'll... Ну и потом вам приходят разные анкеты, и вы можете их там сортировать, выбирать. Because, look at this, this next one. The belief is that the older I get, the fewer choices I have. Потому что также наша природная склонность есть считать, что чем дольше я не вступаю в брак, тем меньше у меня вариантов остается. And the thing is your mother will say that same thing. Потому что ваша мама вам то же самое скажет. You're getting old. There's fewer girls in church your age. Single girls. Ты стареешь, уже тебе пары нету в церкви. The problem is we've got our thinking backwards. Дело в том, что наше понимание, оно перевернутое в этом смысле. If we understand that God has created someone specially for you, then it doesn't matter how many or how few choices there are. Потому что если вы уверены в том, что Бог нам пошлет нужного человека в свое время, то нас абсолютно не волнует, сколько у нас вариантов есть в церкви. It doesn't matter how many fish are in the sea if we understand that God created one for me. Да, если нас не волнует, сколько из скольких мы можем выбрать, да, если мы знаем, что Бог нам определил одного. Second to last, our natural inclination is to expect that certain character deficiencies will improve in the one I marry after marriage. Предпоследнее. Наша природная склонность ожидать, что те или иные недостатки характера моего избранника исчезнут или улучшатся после брака. We think that we see things in the other person that just aren't right. Потому что мы можем видеть в человеке какие-то черты характера, которые мы понимаем, что они нехорошие. But we really like the person. Человек очень нравится. They're fun to be around. С ним очень весело. They're interesting, they're emotional, and we get emotional with them. Он такой прикольный, веселый, и мы тоже начинаем привязываться уже. And so we push that check in our spirit about this deficiency in their life, we push it to the side and say, well, after marriage, it'll change. И вот какие-то вот эти проблемы, которые мы видим в человеке, мы вот на них закрываем глаза и решаем, ну, в браке все изменится. Wisdom is assuming that the one I plan to marry has already put his best foot forward, and after marriage I will discover additional character needs. А мудрость — это понимание того, что мой избранник и так уже приложил все усилия, чтобы мне понравиться, а в браке мне предстоит только узнать его не очень хорошие стороны, которые он прячет. We always, before marriage, we always show our best face. Потому что перед браком, да, мы все показываем себя с лучшей стороны. And if you're already seeing something that is not right, Если just wait until after marriage уже or after the wedding. увидели что-то нехорошее, да, то представляете, что вас ожидает потом. Not to scare you all. Вы не бойтесь, я не пугаю. Okay, very quickly. Oh, wow. No. Okay. That's all for this evening. Хорошо, Sorry на for сегодня going long. достаточно. Извините.
Извините, что Да. Хорошо. One question. Who has one question? Misha. Если один вопрос, если кто-то есть вопросы в зале, то можно задать один вопрос. Okay. Come back next week with your question. Хорошо, давайте так. В следующий раз приходите с готовыми вопросами, у кого есть. And we'll take questions next week. Мы их We'll перенесем. give more time to questions. Да, мы перенесем время для вопросов на следующий раз.